Если вы любите жареную рыбу, но при этом не любите запах копоти и гари, предлагаю рыбу перед жаркой заворачивать в бумагу для запекания. Делаем небольшой вареник из бумаги с начинкой из рыбы и так обжариваем рыбу. Масло нам не понадобится. Нет масла, нет копоти, а рыба прожарится в собственном соку. Если вам нужно что-то обжарить в большом количестве масла, а наливать полную сковороду масла вам не хочется, то можно сделать вот такую форму из бумаги для выпекания. Берем квадратный кусок бумаги и складываем его 2 раза по диагонали, делая загибы для разметки. Складываем все углы к центру. Каждую сторону квадрата загибаем к середине. Хорошо проглаживаем рукой каждый сгиб. Раскрываем 2 противоположных края и в углах по готовым загибам формируем одну из сторон, загибая угол вовнутрь. С другой стороны точно так же. Можно сделать несколько заготовок на разные случаи. Кладем форму на разогретую сковороду и заливаем масло. Когда масло прогреется, обжариваем в нем, что задумали. Также этот способ можно использовать, когда вы хотите готовить 2 блюда в одной сковороде, к примеру, обжарить наггетсы и пожарить яйцо. Если вы любите сочное мясо, то обязательно запекайте его в пергаменте. Из бумаги делаем такой же вареник, как и в случае с рыбой, и отправляем в духовку. Мясо запекается в своем соку и получается очень сочным. Также, когда запекаете мясо, противень лучше застелить пергаментом, чем фольгой. Жир под фольгу просачивается и сильно пачкает противень и подгорает. С бумагой этого не происходит. Легко снять и помыть. Для приготовления омлетного рулета хорошо застелить сковороду пергаментом. И потом тянуть за пергамент и скручивать рулетом омлет.